Всем привет, здравствуйте, меня зовут Руслан, и я представляю канал «Московские гуппи». Друзья, сегодня у нас уже 9-й по счету ролик из цикла, в котором мы ведем рассказ о запуске нашего домашнего аквариума для гуппи. Все, кто не видел предыдущие части этого цикла, могут посмотреть их в подборке нашего плейлиста «Домашний аквариум для гуппи». Ссылка в описании к этому ролику. Ну, а остальные наши зрители сегодня увидят наших первых рыбок в этом аквариуме, но это будут не гуппи. Но прежде я бы хотел обратить ваше внимание, что с момента запуска аквариума прошло почти 3 месяца. И только сейчас мы стали запускать в него рыбок. Все это время мы ждали окончания азотного цикла, установления биологического баланса в аквариуме, боролись с бурыми, сине-зелеными водорослями, с нетчаткой. Ну, как мы считаем, на сегодняшний день нам практически удалось избавиться от этих водорослей. Есть ощущение, что биобаланс в аквариуме установился, и поэтому мы решили запустить в него первых рыбок. Но прежде чем вы их увидите, что это за рыбки, хочется рассказать вам о такой важной вещи, как совместимость аквариумных рыбок. То есть, какие аквариумные рыбки могут жить в добром соседстве с гуппи, а каких нежелательно к ним их подселять. Кстати, это очень важная тема для тех, кто только начинает заниматься аквариумистикой. Мне очень часто приходится видеть на птичьем рынке, как, например, идет по рядам человек и несет в пакет, в который он выпускает только что купленную им рыбку. И в этом пакете у него вместе плавают и скалярии, и елошки, и меченосцы, тернеции, ну и так далее. Подходит такой гражданин к моим аквариумам и просит, чтобы я запустил в этот пакет несколько моих гупешек. Я никогда, кстати, этого не делаю и всегда предлагаю, чтобы мои гуппи поехали в отдельном пакете на своей воде. Но даже если покупатель согласится на это мое условие, я всегда его спрашиваю, а каких рыбок он собирается посадить в этот аквариум с гуппи? Или какие рыбки плавают в аквариуме у него, в котором он хочет их запустить? Если он говорит, что вот этих и показывает на скаляре, тернец или барбус, то я не продам ему своих гуппи и объясню причину этого. Причина-то, в общем-то, проста. Эти аквариумные рыбки несовместимы для проживания в одном аквариуме с валевыми гуппи. Потому что из того перечня рыбок, те же скаляри или другие цихлиды, просто полакомятся гуппями, а барбусы и тернецы существенно покромсают их чудесные хвостовые плавники. То есть, как вы поняли, прежде чем покупать рыбок в аквариум, нужно знать, какие из них совместимы для проживания в общем аквариуме, а какие нет. Так как мы говорим об аквариуме для гуппи, то, соответственно, нам нужно понять, какие виды аквариумных рыбок нельзя вместе держать с гуппями, а какие с ними хорошо соседствуют. К рыбкам, которым нельзя подселять гуппи, относятся прежде всего цихлиды. Ну, может быть, за исключением некоторых видов апистограмм. Цихлиды – это хищники, и поэтому для них гуппи – это прежде всего объект для охоты. Также противопоказаны для совместного проживания с гуппи такие виды барбусов, как суматранские и мшистые. Но если вам нравятся барбусы, то можно попробовать подселить гуппи барбуса Шуберта или вишневого валевого барбуса. Эти барбусы более спокойные, не такие задиристые, как суматранцы и мшистые, которые не стремятся погубить гуппи, но могут существенно обкорнать их шикарные хвостовые плавники. Но все же я бы не рискнул вообще подселять барбусов к валевым гуппи. По этой же причине не рекомендуется совместное проживание гуппи с тернециями. Эти рыбки тоже любят пощипать хвостики у гуппи. К таким вот аквариумным хулиганам относятся также некоторые виды и меченосцев. Еще один важный принцип, по которому нужно подбирать для мирного соседства аквариумных рыбок, это их соразмерность. То есть, если вы хотите держать гуппи как основную рыбку в вашем аквариуме, то остальные рыбки должны быть либо таких же размеров, или меньше их. То есть не рекомендуется для общего проживания в аквариуме с гуппи такие рыбки, как золотые, кой, пираньи и так далее. Кроме размеров, темперамента и видовой принадлежности аквариумных рыбок для совместного проживания, необходимо еще учитывать условия содержания и особенности кормления. То есть, например, для гуппи желательно иметь аквариум с жесткой или умеренно жесткой водой и температурой 24-26 градусов Цельсия. Но и подбирать рыбки к ним в аквариум нужно
также с аналогичными условиями содержания. В этом случае все рыбки будут хорошо себя чувствовать и не стрессовать. А надо помнить, что стресс у рыбок может привести к бактериальному заболеванию и спровоцировать общую инфекционную вспышку в аквариуме. Ну и как я уже вам сказал, необходимо также учитывать тип питания рыб. То есть одни рыбки привыкли брать корм с поверхности воды, и для этого лучше всего подходят хлопья. Другие привыкли брать корм со дна, а это уже гранулы. А третьим больше нравится искать корм в толще воды. И для этого лучше всего подходят медленно тонущие чипсы. Как видите, нюансов много. И еще, заселяя аквариум рыбками, всегда нужно помнить о том, что перенаселение является основной причиной заболеваний и гибели рыбок от недостатка кислорода, избытка вредных веществ в воде и неизбежных стычек из-за стесненных условий проживания. Поэтому, прежде чем покупать рыбок, обязательно рассчитайте максимально допустимое количество для вашего аквариума. И в то же время нужно изучить характер и особенности поведения тех видов рыбок, которых вы будете заселять в общий аквариум гуппи. Ну о том, какие аквариумные рыбки нежелательны для проживания в общем аквариуме с гуппи и по каким причинам, я, кажется, все сказал. А теперь коротко расскажу, какие же виды рыбок, спокойно можно держать с гуппями. К этим видам аквариумных рыбок относятся прежде всего данио, кардинал, конго, неоны, пицилии, разборы. Кроме того, вы спокойно можете поселять в аквариум с гуппи сомиков прилипал, в том числе анциструсов, а также почти все виды небольших сомиков, таких как коридоросы, атоцинклюсы, ларикарии. Кстати, мы сейчас как раз озадачились покупкой сомиков для нашего домашнего аквариума для гуппи. Те, кто знает нашу аквариальную, помнят, что у нас там в каждом аквариуме живут и трудятся сомики анциструсы, которые очень помогают нам поддерживать чистоту в наших аквариумах. Но вот в этот аквариум травник для поддержания чистоты в нем, а также в качестве борцов против водорослей, мы решили посадить сомиков атоцинклюсов. О них пишут, что это небольшие сомики от 3 до 6 сантиметров длины, неутомимые борцы с водорослями и очень миролюбивые. Если у кого из вас есть опыт содержания этих сомиков, то прошу вас дать свои рекомендации по их содержанию. Ну, а теперь я расскажу, каких же первых рыбок мы запустили в наш аквариум. Это Папандетта фурката, голубоглазые, желтоухие, краснопузые затейники. Кстати, в природе таких рыбок осталось очень мало. Вид находится в списке МСОП, Международный союз охраны природы, как животное, находящееся на грани исчезновения. Родина Папандетта фурката – Папуа и Новая Гвинея, где они обитают в быстрых ручьях с чистой водой и буйной растительностью. В аквариуме они не вырастают более 5 см в длину. Окрашены рыбки пестро, основной цвет сине-зеленый с желтым или красным пятном на брюшке, ярко-желтыми плавниками. Самцы окрашены ярче самок и имеют более длинные плавники. У некоторых представителей вида плавники имеют красноватый оттенок, как раз как у наших особей. Как видите, рыбки очень подвижные, за ними интересно наблюдать. Иногда они играют в траве, иногда рассекают на свободной воде в аквариуме. В основном группа держится в средних слоях воды. Пишет, что содержать Папандетта фурката можно в небольшом аквариуме объемом в 30-40 литров. Идеальным считается содержание в травнике. Чем больше в аквариуме будет растений, тем комфортнее будет этой рыбке. По природе Папандетта фурката стайная рыбка, поэтому в аквариуме лучше всего содержать их не менее 6 штук. Притом количество самцов должно быть равно количеству самок. У нас самцов оказалось больше, так как разводчик этих рыбок одного самца нам просто подарил. Сейчас у нас в аквариуме плавает 3 самки и 4 самца этих красивых рыбок. Мы, как всегда, переводили их на свою воду капельным путем. Сначала мы выровняли температуру воды в транспортировочном пакете с температурой воды в аквариуме. Для этого мы поместили на 30 минут этот пакет в ведро, в
в которое предварительно налили воду с температурой 25 градусов Цельсия. Затем вскрыли пакет и осторожно перелили рыбок с их водой в небольшое ведерце. Измерили тестами общую жесткость GH и кислотность pH в воде, в которой плавали рыбки. GH показала 7 градусов, а pH 7. В нашем аквариуме эти показатели имеют следующие значения. GH 11 градусов, а pH 8. Учитывая эту разность в показателях жесткости и кислотности, мы установили капельницу с подачей воды из аквариума и оставили прокапываться систему на 3 часа. Сейчас папандеты фуркаты живут у нас больше неделю. Они игривые, у них прекрасный аппетит. И надеемся, что они приживутся у нас. Друзья, в принципе, я рассказал вам все, что хотел. Добавить мне нечего. Поэтому я прощаюсь с вами и передаю слово Юлии, которая расскажет вам, что еще интересно произошло за прошедшие 2 недели после предыдущего ролика в нашем аквариуме. Всего вам доброго, до свидания. Друзья, здравствуйте! За эти 2 недели в аквариуме произошли небольшие изменения. Первое, что я решила сделать 12 дней назад, это пересадить бакупу каролинскую в угол аквариума на место, где был перистолистник. Бакупа очень быстро растет, закрывает от света ползучий мох и потихоньку начинает вытеснять стаурогин репенс. Я ее обрезала и очень осторожно, пытаясь не потревожить подложку, извлекла корни из грунта. После каждого извлеченного из грунта корней растения я отсифонивала взвесь. Потом я посадила все срезанные растения на новое место и при помощи сифона убрала корешки и другой мусор от срезанных растений. У нас в аквариуме лобелия кардиналис очень высокая, с крупными листьями. И мне это растение не очень нравится. Поэтому я ее удаляю и на ее место посажу бликсу японскую. При обрезке растений и посадке я все делаю аккуратно и медленно. Но чтобы вы не тратили свое время, мы смонтировали видео в ускоренном режиме. После удаления каждого корня я также удаляла частички взвеси при помощи сифона. Друзья, вы видите, какие огромные корни у лобелии. Мне не удалось все корни выдернуть со стеблем, и поэтому я их убирала из грунта пинцетом. И совсем немножко просифонила верхнюю часть грунта. Бликса японская прошла карантин от непрошенных гостей перед посадкой. Никаких водорослей я на ней не обнаружила, что меня очень обрадовало. Начинаю высаживать бликсу. У меня возникли трудности закрепить ее в грунте, и она периодически всплывала. Любопытные папандеты фуркаты суетились рядом. Кстати, бликсу японскую мы приобрели у разводчика папандет. Приживется у меня бликса или нет, покажет только время. И да, вот что я вам хочу сказать, что после того, как я сделала пересадку бакупы, удаление лобелии и посадки бликсы японской, у меня фосфаты поднялись с 0,1 до единицы. И это снова спровоцировало рост нечатки. Я с ней боролась, почти все удалила, но она вернулась. Вот так сейчас выглядит наш аквариум. В следующей неделе
мы поселим в него еще новых жителей. На место Бакопы я временно посадила наяз. Даже если он будет очень быстро разрастаться, я буду переселять излишки в аквариумы с гуппи. И снова буду наблюдать и пытаться понять, как создать комфортные условия для растений и питомцев в этом маленьком подводном мире. А на этом у меня все. Всего доброго. До свидания.